Группа Мецо, Казахстан. Друзья, участники из Казахстана, Мецо! Ребята, давайте каждому по микрофону, вот так вот сейчас по одному слову. Как прошло выступление? Поехали, по одному слову. Мы сегодня спели как никогда. Друзья, всем привет! На новой волне 2021 нас порадовали выступления группы Мецо, работающей в жанре классический кроссовер. Их номера разительно отличались от номеров остальных конкурсантов. Среди 11 участников из 9 стран мира казахстанский бой-бенд занял 4-е место. Портал Dimash News опубликовал беседу с вокалистами Мецо о том, какие эмоции они испытали от участия в новой волне и с чем им приходится сталкиваться, работая в не самом массовом жанре. Вы волнуетесь перед выходом на сцену или для вас за 10 лет уже не бывает таких сцен, перед которыми вы волнуетесь? Не, мы волнуемся всегда, это нормально для артиста. Если артист по каким-то причинам не волнуется, то значит уже он выгорел. Вот. Конечно, опыт у нас большой за эти 10 лет, большие сцены, малые сцены. Но опыт конкурсов все-таки он не так часто бывает, тем более такой уровень, как «Новая волна», когда такие замечательные судьи, полный зал людей. Конечно, волнуемся. И это волнение мы трансформируем в силу и мощь вокала, который прямиком попадет в сердца жюри и слушателей. Для начала хотим поздравить вас с 4-м местом. На конкурсе были заявлены серьезные участники. Легко ли вам далось решение участвовать в нем в этом году? Спасибо за поздравления. В «Новой волне» мы участвовали уже 3-й раз. Впервые это случилось в 2013 году, потом в 2016 и вот теперь в 2021. Признаться честно, собирались на конкурс мы без особого желания. Решающим фактором стало то, что в судьях будет Димаш Кудайберген. Не потому, что от этого у нас появится больше шансов на победу, просто мы знали, что если он заявлен в составе жюри, к конкурсу будет приковано внимание зрителей со всего мира. Таким образом, о нас смогут узнать больше людей. Поэтому мы все-таки решили попробовать еще раз. Расскажи, по каким критериям будешь оценивать участников в первую очередь? В первую очередь, конечно, я всегда говорил, что артист в первую очередь он должен иметь актерское мастерство, потом вокальное мастерство, но тут другой случай, все-таки конкурс, и поэтому в приоритете сегодня будет в первую очередь вокальное мастерство, актерское мастерство, и есть необъяснимый какой-то коннект, они должны покорить сердца. В этом году были очень сильные участники, оттого и выступать было интересно. Перед тем, как подбирать репертуар, изучали ли вы своих соперников, на что делали ставку? Мы выбирали песни, ориентируясь только на свои ощущения. Ставку делали на мировой хит, но, к сожалению, она не сыграла на тот максимум, на который мы рассчитывали. На конкурсе вы исполняли уже проверенные хиты или готовили специальные номера? Это были абсолютно новые песни, которые мы раньше нигде не исполняли. Пришлось многое в них переделать, потому что выступление не должно длиться больше 3 минут, а показать вокальные и сценические навыки нужно было в полной мере. Давайте представим, что вы были не конкурсантами, а просто зрителями. За кого бы вы болели? Во время конкурса мы выбрали совершенно разных фаворитов. Например, Асану больше импонировал Алфи из Австралии и Фабио из Италии. Жасулану понравились выступления Саро из Армении, который занял 1-е место. Расскажите о начале вашего творческого пути, как появилась группа и кто дал ей название. В единый коллектив мы собрались благодаря кастингу, объявленному нашим продюсером Абделем Мухтаровым. Первым серьезным решением, которое мы приняли вместе, было участие в проекте X-Factor Казахстан в 2011 году. И это стало отправной точкой истории группы.
Название нам также дал продюсер. Сначала это была отсылка к популярному французскому музыкальному телеканалу «Меца». А со временем мы наделили его нашим особенным смыслом. Теперь «Меца» – это золотая середина между жанрами. Я тебя рисую, сидя у окна. Я тоскую по тебе, тоскую, если бы ты это только знать могла. Как вы ищете компромисс в вопросах творчества? У нас довольно необычный коллектив, состоящий из 4 певцов, специализирующихся в разных направлениях. Думаем, именно это и помогает искать компромисс. В Меца абсолютно каждый может раскрыться и быть лидирующим певцом. Кому и как вы доверяете вопросы, которые не относятся напрямую к музыке, но имеют большое значение в карьере? Мы все делаем самостоятельно, и именно это отличает нас от многих других проектов. То есть все решения лежат исключительно на наших плечах, начиная от выбора песни и заканчивая сценическими образами. Да, бывает спорим, ругаемся, но самое главное, мы всегда друг друга слушаем и слышим. А как вы относитесь к современным тенденциям быть всегда в контакте с собственной публикой, вести социальные сети, проводить онлайн-концерты, прямые трансляции, участвовать в челленджах? Действительно, артист должен быть не только красивым и хорошо звучать, но также приходится вести страницы в соцсетях и понимать много вещей, происходящих в мире. Если говорить о нашей группе, мы поем в таком жанре, который априори не может быть массовым, поэтому большая часть трендов обходит нас стороной. Сложно сказать, к лучшему это или нет, но мы не претендуем на звание суперзвезд. В этом вопросе нам чуть проще, но есть и обратная сторона медали. Нужно постоянно участвовать в музыкальных конкурсах, все время доказывать свою состоятельность, потому что стоит пропасть на пару месяцев, не давать концерты и не быть на виду, люди сразу задаются вопросом, куда подевался артист. У вас есть опыт необычных выступлений, например, концерт в салоне самолета. Что было сложным в нем? Чем он запомнился? Что еще необычного хотелось бы попробовать, если будет такая возможность? Что касается выступления в самолете, ничего сложного не было, так как с нашим полуакадемическим вокалом мы без проблем можем выступать без микрофона. Присутствовало лишь некоторое стеснение. Представьте, самолет взлетел, и вдруг мы внезапно встаем. Бортпроводник нас объявляет, и мы начинаем петь. Однако люди очень тепло нас встретили, хлопали, некоторые из них даже нас узнали. Думаем, самым большим вызовом будет выступление в более свободном и танцевальном стиле. Время диктует свои правила, поэтому на концертах мы иногда устраиваем небольшую дискотеку в конце, чтобы люди могли расслабиться, чуть подвигаться и с хорошим настроением уйти домой. Танцы для нас самое сложное. На 2 и 3 днях новой волны у нас были синхронные движения, вроде бы простейшие, но нам они давались гораздо сложнее, чем другим артистам. Есть ли в ваших планах или мечтах коллаборации с другими музыкантами? Возможно, вы бы хотели выступить с оркестром, танцевальным или другим коллективом. В наших мечтах очень много такого. Допустим, спеть с Андреа Бочелли или Пласидо Доминго. И такие имена можно перечислять очень долго. С оркестром у нас уже был опыт работы, и это были просто непередаваемые ощущения. К сожалению, подобные выступления не так часто удается реализовать, хотя
Только в таком виде исполняемая нами музыка и раскрывается на все 100%. Насчет танцевального коллектива таких мыслей не было. Если однажды дорастем до большого концерта, тогда и задумаемся. Давайте отмотаем жизнь на 2-3 десятилетия вперед. Что там в вашем будущем? Есть ли место другим видам деятельности? Да, хочется попробовать себя в кино. Можно сказать, что было бы самой яркой точкой. Также мы хотели бы выступать в театре и заниматься преподаванием. Очень надеемся, что в итоге будущее приведет нас именно к этому. Только знать могла. Весь мой дом портретами увешан. Без тебя теперь мне не прожить и дня. Смотришь ты то весело, то нежно. С каждого портрета смотришь на меня. Пусть образ твой хранят года. Теперь со мной ты навсегда. Сидя у окна, я тоскую по тебе, тоскую, если бы ты это только знать могла. Весь мой дом портретами увешан, без тебя теперь мне не прожить и дня. Смотришь ты то весело, то нежно, с каждого портрета смотришь на меня. Пусть образ твой хранят года, теперь со мной ты навсегда. Навсегда.